Как выбрать теплые электрические полы? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Отапливать современные помещения с помощью теплых полов – оптимальное и довольно выгодное решение, поэтому производители держат руку на пульсе, внедряют новейшие разработки для обустройства комфортного проживания. Из-за большого разнообразия обогревательных элементов перед потребителем постоянно встает вопрос, как выбрать теплые электрические полы для своего жилья. Основные преимущества теплого пола. Обычные радиаторы отопления часто не справляются полноценно со своей обязанностью – прогревать помещение. Их работа построена на принципе конвекции. Воздух, нагретый на уровне батареи, поднимается вверх, оставляя холодным низ помещения. В морозное время года подобная проблема чревата простудными заболеваниями. Оборудование теплого пола избавит от проблем с холодными комнатами и здоровьем. Он обеспечивает довольно высокий уровень теплового комфорта. Благодаря широкому набору функций терморегулирования можно легко обеспечить оптимальную для человека температуру. Также к преимуществам подобных нагревательных элементов можно отнести высокую надежность, бесшумность и незаметность, экономию пространства, равномерный прогрев, длительный срок эксплуатации. У каждого, кто установил теплые электрические полы, отзывы будут только положительные. Монтировать их намного легче, чем водяные, значительно проще регулировать температуру. В зависимости от напольного покрытия можно выбрать самый подходящий вариант для конкретного помещения. Разновидности современных электрических полов. Существует несколько вариантов исполнения обогревающих напольных конструкций. Каждый из них имеет свои особенности, способы обогрева и монтажа. Теплые элементы могут быть выполнены с помощью нагревательного кабеля, греющих матов, инфракрасной пленки. Каждый материал по-своему хорош и имеет некоторые недостатки. Какой вид напольного отопления подойдет конкретной комнате, нужно разбираться. Полезный совет: если в частном доме возможно обустройство водяной отопительной системы пола, то в квартирах многоэтажных домов разрешено использовать только электрическую. Нагревательный кабель. Такая система обогрева монтируется довольно просто, но требует некоторых навыков. Она легка и удобна в эксплуатации, позволяет эффективно прогревать напольное покрытие с минимальными потерями. Ее монтаж включает следующие этапы. На первый слой стяжки укладывается утеплитель, на монтажную ленту крепится кабель. После проверки работоспособности обогревающей конструкции заливается второй слой стяжки толщиной 2-3 см. После застывания бетона укладывается финишное покрытие. Кабельную систему можно использовать в качестве полноценного отопления, но у этого способа обогрева есть и недостатки. Для монтажа требуются специальные навыки, если их нет, стоит воспользоваться услугами опытного мастера. Пользоваться готовым полом можно не раньше, чем через месяц, только после того, как полностью высохнет бетонная стяжка. Если вы ее, конечно, делаете. Полезный совет: на участке, где стоит мебель и кухонное оборудование, кабель можно не прокладывать. Нагревательные маты. Когда стяжку пола делать не планируется, для обустройства отапливающей конструкции можно приобрести термоматы. Принцип действия их такой же, только нагревательный кабель располагается на стеклосетке, а не в стяжке. Установка нагревательных матов очень проста. Их нужно раскатать по комнате и включить в сеть, а затем укладывать финишное покрытие. Соединять их между собой можно с помощью специальных разъемов, что позволяет осуществлять монтаж на любых площадях. Одним из недостатков такой системы обогрева считается ее маленькая мощность, примерно 10 Вт на метр. Но именно это позволяет укладывать термоматы в слой клея под плитку, а также под ламинат без заливки бетонной стяжки. Термопленка. Недавно среди существующих способов обогрева появилась новейшая разработка – пленочная конструкция с инфракрасным излучением. Продается она в виде тонкой пленки толщиной около 0,5 мм. Монтаж такой нагревательной системы тоже не доставляет хлопот. Конструкция должна быть обязательно изолирована от влаги, поэтому ее не используют при мокрой укладке напольного покрытия. Это единственная разновидность напольных обогревательных конструкций, которую нельзя укладывать под плитку. Но зато такая технология прекрасно работает под ламинатом, паркетом или линолеумом. Обогрев происходит благодаря инфракрасному излучению. Подобный способ имеет довольно высокий КПД, примерно на 20% экономичнее своих более распространенных собратьев. На фоне множества положительных свойств пленочный теплый пол имеет один серьезный недостаток. Срок службы такого изделия сравнительно невысок. Как выбрать теплые электрические полы?
На что обратить внимание при выборе электрических теплых полов? Какие лучше под плитку, а какие под ламинат? Множество подобных вопросов встает перед хозяином, который решил обустроить в помещении дополнительный обогрев. Попробуем разобраться в таких тонкостях. Чтобы не ошибиться при выборе электрических систем обогрева, необходимо оценить их технические характеристики. Самый важный параметр, на который стоит обращать внимание, это мощность. Если для помещения с нормальной влажностью используется греющий кабель, то этот показатель может находиться в диапазоне от 100 до 120 Вт на метр квадратный. Мощность термомата в этом случае должна быть выше, примерно 160-180 Вт на метр квадратный. Благодаря бетонной стяжке пол с кабельной системой прогревается намного сильнее и значительно медленнее остывает. Поэтому такой электрический пол можно включать реже, и он будет намного экономичнее. Создав определенные условия, проведя дополнительное утепление потолка и стен, систему с нагревательным кабелем при необходимости можно использовать как единственный способ отопления всего помещения. Полезный совет. Если планируется использование обогрева пола в качестве основного отопления, то подогреваемая площадь должна составлять более 80% от общей. Ответ на вопрос, какие лучше электрические теплые полы под плитку, однозначен. Идеальным при обустройстве такой системы обогрева считается использование именно нагревательного кабеля. Но если возможность выполнить стяжку отсутствует, удобно применять термоматы. Такие напольные покрытия, как линолеум, ковролин, паркет или ламинат, легко укладываются поверх обогревающей конструкции и прекрасно прогреваются. Пленки с инфракрасным излучением. Остановить свой выбор на инфракрасных полах стоит, если требуется получить оптимальное сочетание высокого КПД и довольно экономного расходования электроэнергии. Так же, как нагревательные маты, термопленка может укладываться на любое основание и даже на старый пол. Благодаря небольшой толщине изделия не уменьшается высота помещения. Термопленки за счет равномерного нагрева хорошо себя зарекомендовали при работе с деревянными покрытиями. Еще одним преимуществом инфракрасных систем является их оздоровительное воздействие на организм. Они идеально подходят для людей, страдающих аллергией, поскольку не разносят частички пыли из-за отсутствия конвекции. Удобство эксплуатации электрического пола. Как выбрать теплые электрические полы уже более или менее понятно, но стоит обратить внимание на дополнительное оборудование. Основным прибором для управления электрическим полом является термостат. Его подсоединяют к специальным датчикам, которые контролируют температуру и передают сигналы. Самый простой термостат поддерживает постоянно один и тот же уровень подогрева, но существуют и многофункциональные варианты, которые обеспечивают контроль температуры в районе пола, контроль температуры в помещении в общем, автоматическое включение и выключение системы. С их помощью можно программировать работу обогревающей конструкции в определенное время, в конкретные дни недели. Подобные системы самостоятельно осуществляют контроль за микроклиматом в помещении, не требуют постоянной настройки. Теплые электрические полы, отзывы о которых всегда положительны, получают все большее распространение. Благодаря удобству применения и эффективности позволяют значительно повысить качество жизни и решить проблемы с отоплением на долгие годы. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.